Главные новости сегодняшнего дня. Сегодня известные российские актеры Иван Охлобыстин и Сергей Гармаш стали дедушками. Иван Охлобыстин в 3-й раз, а Сергей Гармаш в 4-й. У обоих актеров родились внучки-девочки, назвали Анной и Елизаветой. Накануне вечером недалеко от города Кострома в дорожно-транспортное происшествие попали известные российские артисты. Бессменная солистка ансамбля «Самоцветы» Елена Преснякова и ее супруг Владимир Пресняков-старший. По данным прессы, артисты возвращались с творческого вечера на микроавтобусе. Водитель автобуса уснул за рулем и произошло столкновение с иномаркой. Елена Преснякова и ее супруг серьезно не пострадали, а шофер автобуса был госпитализирован. Известная российская артистка, главная героиня фильма «Бригада» Екатерина Гусева получила серьезную травму ноги на театральной репетиции. Некоторое время она находилась в больнице на стационарном лечении. Сейчас передвигается на костылях. В связи с полученной травмой все театральные спектакли с участием актрисы отменены на 1,5 месяца вперед. Сотрудники комитета, известные актеры Борис Щербаков и Александр Михайлов, провели крупную антикоррупционную проверку в городе Набережные Челны. Известные актеры работали вместе с полицией. В результате проверки они открыли новый филиал комитета, а также арестовали заместителя мэра города по социальной работе. Причина ареста – превышение своих должностных обязанностей. В Болгарии, в городе Варна, в одном из центральных ресторанов прошли пышные поминки у семьи известного певца Филиппа Киркорова. Вспоминали родственников Филиппа Бедросовича Киркорова, которые ушли из жизни несколько дней назад. А именно, это молодой племянник Филиппа Киркорова, российский и болгарский музыкант и певец Ивайло Филиппов, который ушел из жизни в результате участия в спецоперации. Ивайло Филиппов совершил героический подвиг. Помимо этого и вспоминали сводную сестру Филиппа Киркорова, болгарскую эстрадную певицу по имени Антонина. Антонине было 49 лет. Она ушла из жизни на этой неделе в результате тяжелого заболевания. Отметим, что это уже не первая трагедия в семье Филиппа Киркорова за последний год. До сих пор в тяжелом состоянии находится сын артиста по имени Мартин. Сотрудники организации «Известные артисты», главный финансист комитета актер Юрий Назаров и актриса Ирина Муравьева срочно переехали на съемные квартиры. Это связано с тем, что Юрий Назаров и Ирина Муравьева могут находиться в опасности, и во избежание нападений артисты были вынуждены сменить место жительства. Напомним, что на данный момент и Ирина Муравьева, и Юрий Назаров заняты важной задачей – открытием собственного телевизионного канала комитета. Известному российскому и советскому композитору Игорю Крутому, который на данный момент находится в камере временного задержания города Москвы, предъявлены новые обвинения. Зрители с большим стажем могут помнить, что еще несколько месяцев назад Игоря Крутого обвинили в противозаконных действиях против комитета Никиты Михалкова, и композитор был арестован. Однако сейчас появилась дополнительная информация. Оказывается, Игорь Крутой является близким другом Сергея Собянина, и композитора обвиняют в финансовых преступлениях. Известного певца 90-х годов по имени Шура выселили из однокомнатной квартиры города Москвы за неуплату жилищно-коммунальных услуг на протяжении 12 лет. Певец Шура считает эти действия противозаконными и собирается оспаривать решение в суде. Отметим, что данный певец уже на протяжении нескольких лет страдает онкологическим заболеванием. Накануне в Москве на Кунцевском кладбище состоялись похороны дочери певицы по имени Лолита, которая ушла из жизни несколько дней назад.
Дочь певицы Лолита утонула в спортивном бассейне фитнес-центра во время спортивной тренировки. Как сообщает пресса, у дочери певицы Лолиты были проблемы с сердцем, однако, несмотря на это, она продолжала заниматься плаванием. К сожалению, еще одна печальная новость из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня утром ушла из жизни известный советский и российский композитор Софья Губайдуллина. Софье Михайловне Губайдуллиной было 94 года. Она являлась автором музыки к мультфильму «Маугли» и фильму «Чучело». Помимо этого, Софья Михайловна Губайдуллина – автор более 100 музыкальных сочинений. Следственный комитет Российской Федерации арестовал известного актера театра на Таганке Дмитрия Трусова. Причина ареста – распространение запрещенных веществ. Автомобиль артиста Дмитрия Трусова остановили в тот момент, когда он ехал с театральной репетицией. Сотрудники ДПС отметили, что актер заметно нервничает, и решили его обыскать. За данное деяние артисту грозит до 3,5 лет лишения свободы. Печальная новость появилась о семье бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Сегодня поздно ночью в поезде Челябинск-Иркутск трагически погиб племянник Сергея Шойгу, главный прокурор города Воронежа Айдамир Шойгу. Стало известно, что чиновник ехал в деловую командировку в город Иркутск, однако по пути к месту назначения произошло чрезвычайное событие. Есть предположение, что чиновник употреблял алкоголь и сам спровоцировал конфликт. В вагоне поезда у него произошел конфликт с местными хулиганами, в результате чего и произошла трагедия. По некоторым данным, племянника Сергея Шойгу сбросили с поезда. Спустя какое-то время поезд совершил экстренную остановку, однако спасти чиновника не удалось. Надо отметить, что это уже далеко не первая трагедия в семье Сергея Шойгу за последний год. В Башкирии, в Уфе, в старинном особняке купца Федора Чижова, в котором сейчас находится Национальная библиотека, было замечено привидение. Об этом сообщает центральная пресса. По словам издания, одна из сотрудниц, давно работающая в библиотеке, рассказала, что после переезда их отдела в дом Чижова видела белую женскую фигуру, расхаживающую между стеллажами в нотном зале. По ее словам, это было зимним вечером около 8 часов. Отдел только переехал в полупустое здание. По словам библиотекарши, она часто видит привидения до сих пор, однако признаков агрессии оно не проявляет. Сегодня день памяти известного советского актера Сергея Юрского. Сергею Юрскому сегодня могло бы исполниться 90 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.